Странный парень, прям перед лицом, трусит перед камерой. Реакция полиции. Остатки от былого величия. Идет велодорожка, и тут раз, он ждет. Должна она была быть еще выше, то есть меч, он должен был быть, ну я не знаю на сколько метров, но выше. Не заходите. Вот такой музейный комплекс. Друзья, всем привет! Паша на связи. Киев, Украина, 29 февраля 2024 года. Сегодня мы с вами пройдемся, начиная от Родины-Мать. То есть, если вы посмотрите, я уже тут. Дойдем до метро Арсенальна, через Киево-Печерскую лавру и через много интересных локаций. Сейчас за окном около 8 градусов тепла. На часах около 5-6 времени. Погнали, посмотрим, расскажу много интересного. Я более чем уверен на 100%, что много фактов о Родине-Мать даже киевляне коренные не знают. Поведаю, удивитесь, обязательно оцените пальцем вверх, обязательно напишите в комментариях, что вы думаете об этих фактах и, в принципе, о монументе. И подписка, если вам, в принципе, тематика этого канала интересна. Поддержите развитие. Погнали! Итак, друзья, я зашел с тыльной, так сказать, стороны. Я пришел вот оттуда, вот где шлагбаум. Я поднялся извилистыми дорожками с, так сказать, тыльной стороны. И буду проходить насквозь этот монумент, этот музей, и двигаться в сторону Киево-Печерской лавры через там, музей Голодомора и склоны. С чего я хочу начать? Летом очень много, большое, даже не летом, когда тепло, огромное количество людей просто тут сюда приезжает, гуляет, отдыхает, смотрит, медитирует. Почему? Потому что виды, сами посмотрите какие. Снизу, сверху, вдалеке, если вам видно, Белая церковь, не знаю что, кто, чего. Слева у нас Днепр просвечивается через деревья. Якобы на территорию вот этого вот музейного комплекса нельзя заезжать на велосипедах. Но сколько я раз был на велосипеде, на моноколесе, сколько я видел, в принципе, велосипедистов, никто никогда, никакие охранники ничего не говорили в противовес ни о каком запрете. Хотя на входе вот там вот, ну, сейчас мы дойдем туда наверх, висят действительно вывески, знаки. Сзади меня, откуда я пришел, никаких знаков о запрете въезда на велосипедах нету. Вот это место, где девушка в красной курточке, мне кажется, одно из основных, где приземляются люди, где наслаждаются видами, пейзажами. Кто-то даже, я видел, тут расстилает какие-то покрывала, медитирует вот прям вот на этой траве. Вот там вот с краю на склоне, смотрит на мост, смотрит на левый берег, смотрит на водную гладь. Но нас, в принципе, интересует немного другое. Количество людей просто сейчас сумасшедшее, да, будний день. Спереди я, ну, честно говоря, не вижу ни одного. Вон один. Вон там вот идет один человек, двое человек. Итак, друзья, буквально минутка истории об этом монументе. Это музей Второй мировой, да? Это Родина-Мать. В прошлом Украина маты в 24 году. В 23 году заменили герб на тризуб, на щите. С 23 года она называется Украина-Маты. Высота 102 метра, но открытием для многих, я уверен, станет тот факт, что в этом монументе, да, вот в этом музейном комплексе есть подземная невидимая часть памятника, которая уходит вниз
на 18 метров. Это обеспечивает стабильность конструкции. То есть 18 метров это по сути где-то 6-этажный дом, там плюс-минус. Смотрители музея, сами смотрители музея утверждают, что Украина-Маты, Родина-Мать, может выдержать 9-бальное землетрясение. Статуя Свободы в Нью-Йорке 46 метров, тут 85 без монумента, да, то есть если вот до этой части, если включая эту часть, 102 метра. Статуя Свободы в Нью-Йорке 46 метров, статуя Христа в Рио-де-Жанейре 38 метров. То есть высоту вы понимаете, да? Во время строительства по просьбе Киево-Печерской лавры, по просьбе православного духовенства, по просьбе Киево-Печерской лавры, высоту Родины-Мать уменьшили. То есть должна она была быть еще выше. То есть меч, он должен был быть, я не знаю, на сколько метров, но выше. И Киево-Печерская лавра попросила и сказала, не знаю, попросила, чтобы общая высота не была выше большой лаврской колокольни. Вот такая вот информация. Есть вторая еще информация, вторая версия, почему уменьшили при строительстве общую высоту. Меч вот этот вот укоротили после аэродинамических испытаний, которые влияют на общее состояние вот этой вот скульптуры. Кто, возможно, не знает, на Родину-Мать, вот туда наверх можно подняться. Можно подняться, первое, вот сюда, такая смотровая площадочка, вот если, примерно где-то 36 метров, это стоит около 100 гривен. Обойти вокруг, и походить там. Второй момент, можно подняться от сюда на щит, но вы, поднимаясь на щит, окажетесь с противоположной стороны, то есть сюда, в эту сторону, видно не будет видно в противоположную сторону. Щит 91 метр стоит 500 гривен. Подняться можно с 10 до 6 часов в будни или с 10 до 19, до 7 часов вечера в выходные. Билет можно купить вот в самом музейном комплексе. Я поднимался, вставлю вам зарисовочку, вставлю вам фотографию поднятия на этот щит. Вот такая вот минутка истории. Погнали дальше, чтобы не засиживаться, пока не потемнело. Следующая информация, которая интересна будет вам. Внутри, в этой Родине-Мать, во-первых, когда ее строили, сталь собирали в Запорожье с завода, собирали саму Родину-Мать из частей, честно говоря, не помню сколько там, 5, 6, 7, 10 частей, были сооружены огромнейшие подъемные краны, ультра такие огромные подъемные краны, и ставили ее, перевозя по ночам по пустым дорогам Киева запчасти. Внутри до какого-то определенного момента можно подняться на лифте. Честно говоря, я не помню, где-то то ли до середины, то ли до груди, то ли еще выше. До руки, если я не ошибаюсь, до руки, а в руке уже там лифта нет, и там лестница. И скажу я вам, что подниматься не быстро. Да? То есть, во-первых, это лифт 100 метров. Во-вторых, потом ползком в ограниченном пространстве вы поднимаетесь по лестнице в руке на щит. Подниматься лучше в хорошую погоду, потому что если туман, если дождь, если, во-первых, вам ничего не будет видно, а во-вторых, не совсем комфортно. Летом вот тут вот включают подсветку, включают фонтан, и тут живут утки. Утки живут вот где-то вот там. Вот видите, вон там вот лежит дощечка, ее ставят, утки спускаются и потом плавают. Спускаются и точно так же обратно забираются, потому что просто так для уток запрыгнуть на этот парапет довольно сложновато. Вот такой вот обзор. Людей нету, статуя есть. Прощаемся мы с этой локацией, двигаемся дальше. Относительно недавно, не помню, честно, в каком году, поставили вот такой вот флагшток. Во время
ветра. Его опускают. За время его установки было 3 раза уже эта ткань, она рвалась. То есть, понимаете, да, силу ветра на такой высоте. Еще не весна, но уже, в принципе, не зима. Снега в этом году, в принципе, как такового не было, но холода были, то есть по пару дней можно было и покататься на санках, и там снежки покидать, поиграть. Слева такая музейные экспонаты советского прошлого. Вход платный, но сейчас, я так понимаю, касса уже закрыта. Можем подойти, просто посмотреть издалека. Да, касса закрита. За огорожу заходити, не заходити. Вот такой музейный комплекс. Вот тот вот вечный огонь, флагшток. Вон тот вечный огонь. На моей памяти он один раз работал. Один раз действительно зажигали. Вот, кстати, то, о чем я вам говорил. Вот смотрите. Запреты. Запрет на выгул собак, езда на велосипедах, дроны, ходьба по траве, по газонам. Вот такая вот штука при входе встречает людей. И вот такие вот информационные стенди про Чернігів, про відбудову післявоєнних руйнувань. Чернигов, Львов. С этой стороны Тростенец, Харьков, Херсон, Мариуполь. Варшава, Роттердам, Вроцлав. Міста Феніксів, відбудова після воєнних руйнувань. После 45-го года. Так, поднимаемся наверх и идем уже в сторону Киево-Печерской лавры. Для меня это будет пара минут, для вас это будет 1 секунда. Так, друзья, я поднялся наверх. Был я вот примерно вот где-то там, по лестнице, сюда наверх поднялся и двигаемся дальше. Это остатки от былого величия. И мы идем в сторону Киево-Печерской лавры. Можно даже посмотреть, что это было. БТР належав до складу 2-го батальйону 31-ї окремої десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ Центрального військового округу Росії. Місце постійної дислокації – місто Ульяновськ. Ворожий панцерник знищений українськими оборонцями в аеропорту Антонов біля Гостомеля. Зато в ту сторону под кирпич. Остановился, увидел полицейскую машину. А вот тут вот кирпич. И думает, что ж делать, как ехать. С другой стороны объедем, потому что стрёмно нарваться на штраф. Сейчас развернется, объедет в ту сторону и поедет по правилам. Вот такие вот цены возле Второй мировой войны. Вот там вот. И цены на шаурму. Шаурма курятина звичайно 100, хот-дог звичайно 80, люля-кебаб звичайно 120. Так, вот главный вход Киево-Печерской лавры. Что тут запрещено? Запрещено фотографировать почему-то странно, снимать видео, выгуливать собачек. Все запрещено. На входе полицейский. Вообще странно, вот, почему внутри запрещено. Я нигде в Европе не встречал, чтобы вот какие-то запреты были на территории. То есть запреты непосредственно в самом здании
там да, могут быть, но эти запреты снимаются, в принципе, платой. То есть вы платите, да, там 1, 2, 3, 5 евро, и все. Тут вот проходят какие-то, видите, активности. Храм на честь преподобного Сергея Донецького. Странный парень, прям перед лицом, трусит перед камерой. Реакция полиции. Видите, да? Очень удивительно. Київ Москву похрестив, Київ Москву відспіває. Кофейня. Не знаю, открытая, закрытая. График работы до 7. Стены Киево-Печерской лавры. Вот тут очень такой узенький проход, буквально для одного человека. И тут уже начинается все максимально шире. Для понимания цен. Прейскурант цен Киево-Печерской лавры. Вход на территорию 100 гривен. Это заповедник, Успенский собор, церковь. Какой-то бонусный с дзвеницею и выставки 200 гривен. Выставка микроминиатюр. Кстати, был там Садристова 150 гривен. Ну вот, посмотрите, обзорная экскурсия иноземную мову 200 гривен. Оглядова экскурсия 150 гривен. Вот такой вот прейскурант. Не знаю, какой из этих входов главный, но этот наиболее, максимально красивый. Вот так вот выглядит вход. На входе, как обычно, да, по традиции, кофейни, лоточки спасают людей зимними вечерами. А расстояния тут не маленькие. То есть расстояние реально, вот отсюда, где я сейчас нахожусь, до метро, это, около, наверное, 15 минут таким вот шагом, если тупо по прямой. Мы с вами сейчас свернем после стен Киево-Печерской лавры, свернем направо и выйдем на склоны. Друзья, в одном из прошлых видео я гулял по спальному району Киева. Это была Дарницкая площадь. И смотрел цены, смотрел атмосферу. В принципе, ссылочку оставлю снизу под видео. А в прошлом видео я гулял по ярмарке, продуктовой ярмарке, которая тоже проводилась на Дарницкой площади в среду. Обязательно посмотрите. Я сравнивал цены на конец февраля месяца в Киеве. Друзья, я не перестаю повторять, не перестаю напоминать о том, что вы можете поддержать меня, развитие, стимул к съемкам, развитие канала пальцем вверх, комментарием или подпиской. Вот такую вот локацию мы нашли. Еще недавно этой лестницы не было, поэтому я поднимаюсь по ней впервые. Вон там, интересно, за забором стоит какая-то скульптура из стали. Вот там вот между деревьями
Летом вангую, что это место будет пользоваться колоссальным интересом. Почему? Потому что сверху у нас деревья. Когда они будут все в листьях, будет просто отлично. И лавочки. В отличие от лавочек, которые снизу находятся, вот там вот, вас никто не будет щемить. Ну и плюс, это место выше, чем все, что находится ниже. Мы поднялись по лестнице, но по ходу сюда можно и на велосипеде, и на скутере, и с коляской, и с ребенком. Тут, наверное, немного преобразят, потому что что-то тут с травой не сложилось. Ребята сидят, наблюдают. Памятник, не памятник, я не знаю, как он там называется. Спустимся, посмотрим. Музейный комплекс. Цифры 1946-1947. И, глядя на лифт, по идее, он должен ходить вниз. То есть музей, по идее, внизу. На склонах строят, бесконечно что-то строят. То какие-то взлетные площадки были, и там Януковичи эти все. Сейчас, вот на сегодняшний день, на сегодняшний момент, соединяют туристическую зону. Так, давайте посмотрим уже вблизи на этот монумент. Лифт, я думаю, по традиции не работает. И музей, скорее всего, который снизу там тоже. Пока что это только вот такая вот часть музейного комплекса. Зимой, когда был снег, да и даже в этом году, в прошлом году, вот прям вот отсюда на видео, я думаю, что это кажется очень небольшим схилом, но по факту убиться на раз-два можно. Когда есть снег, дети, кто на санках, кто на каких-то плюшках, спускаются, радуются всем горкам. Летом, когда тепло, весной, летом, осенью, когда тепло, тут вот на этих парапетах, вот на этих балкончиках просто огромнейшее количество народу сидит, греется, смотрит в горизонт, в закат. Вот так вот строительство выглядит того, что, по идее, задумывалось. Идем к выходу. Сейчас перейдем через дорогу и по тротуару будем двигаться дальше в сторону метро Арсенальное. Посмотрим там обстановочку, атмосферу. Кстати, друзья, у меня почти не было на канале видео, ну почти, реально не было на канале видео с центра города. Если вам интересно, если вы хотите, чтобы прошелся по центру, возможно днем, возможно вечером, обязательно сообщите, обязательно напишите об этом в комментах. Интересно вам было бы это посмотреть. Спереди у нас какой-то ресторанный комплекс, не знаю, ни название, вон название Идиллио, здесь это название. И машинки, которые двигаются со стороны Арсенальной, гостиница «Салют», и едут в сторону, скорее всего, моста метро. То есть они уезжают вниз, потом по набережной и на мост метро на левый берег. Интересная скульптура, интересный памятник. Только я не совсем понимаю, это, наверное, Киево-Печерская лавра. Прямо вот такие вот рельефные, видите? Такие вот выступающие части. Закат и какие-то взбесившиеся птички в огромном количестве. Я прохожу Київський палац детей та юнацтва. В свое время в детстве
ходил на кучу разноплановых кружков, и включая авиамоделирование, где с нуля просто строили самолеты, можно так сказать, с древесины. Делали крылья с папируса, делали обшивку, и реально эти самолеты летали. Вот. Автомобиль очень удобно припарковался для тех, кто мусор вывозит. Спуск для пешеходов, те, кто не хочет ходить по верхам, спуск через торговый центр. Вот там вот внизу торговый центр под этой площадью и спуск вниз. Бесконечная парковка. Кстати, кто, возможно, с Киева, кто водит автомобиль, на момент конца февраля, уже около где-то недели, бесплатная парковка. Пока они там перезаключают договора, в Киеве официально парковка бесплатная. Мы не говорим про платные вот такие вот стоянки со шлагбаумом, мы говорим про бесплатные парковочные места городские. Отель «Салют». 3 звезды. Не знаю никакой абсолютно про него истории, поэтому сказать вам ничего не могу. Мы приближаемся все ближе и ближе к Арсенальной, метро Арсенальная, ресторан при отеле «Салют». И, как вы видите, количество людей в геометрической прогрессии растет. Вот в ресторане, вот вам даже на входе пишут бизнес-ланч с 12 до 3 240 гривен, вид 240, наверное, там есть варианты. Сезонная пропозиция, оливье с куркою 180, гренки с шпротами 65. Люди, которые переезжают в Киев с небольших городов, они в первую очередь удивляются машинам, которые негде припарковать. То есть человек переезжает в Киев, покупает машину или берет в аренду, там, я не знаю, и потом удивляется, что машину негде поставить бесплатно, пометочка. Потому что платно на расстоянии, да, вытянутой руки парковку можно найти всегда. Это может быть подземная, это может быть при отеле, это может быть при ресторане, но нужно искать. И почему-то таким людям не приходит в голову тот факт, что как только они пересекают границу, да, там, пересекают в Европу, куда-то едут, у них такие мысли просто улетучиваются. Они начинают выполнять все правила дорожного движения, они перестают нарушать, они перестают парковаться где кто хочет, они платят за парковку. Нонсенс. То есть, по моим наблюдениям, вот мы с вами идем, слева у нас велодорожка. Слева велодорожка, ну, сейчас я думаю, что... Хотя нет, вон, видите, спереди стоит автомобиль, мы сейчас к нему подойдем, который становится на велодорожку. Я, когда еду на моноколесе или когда еду на велосипеде, то я всегда возле таких автомобилей нарушителей останавливаюсь и предлагаю водителю перепарковаться, сместиться буквально на метр влево, да, то есть, чтобы он освободил велодорожку и переместился на, допустим, первую полосу общественного транспорта. То есть, чтобы он мешал не велосипедистам, а мешал автомобилистам, которые едут в полосе. На что он очень удивляется, да, как я буду мешать, мне же будут сигналить, мне же штраф выпишут. Я лучше буду мешать велосипедистам. Вот знак велодорожка, да, в ту сторону у нас пусто, ну там стоял какой-то мусоровоз, там не знаю, идет велодорожка, и этот раз он ждет. Он может сказать миллион отговорок, он может сказать, и эти все отговорки я уже знаю наизусть,
Первая, самая частая отговорка – это «а я на минуточку». Я просто там выгрузить, я забрать этого заказчика, да, какого-то, я забрать посылку, я забрать передачку. Да, пожалуйста, ты едешь, ты набираешь человека, человек выходит, отдает, и ты поехал дальше. Но стоять, да, там по 5, по 10, по 15 минут, это в первую очередь опасно для велосипедистов. То есть велосипедист, который едет по этой велодорожке, он что должен делать, когда упирается взад этому автомобилю? Он должен выезжать на проезжую часть, во вторую полосу, где сзади его может снести какой-то автомобиль. Или он должен выезжать на тротуар, что по правилам запрещено. То есть он должен объезжать, так сказать, препятствия. Скорость велосипедиста, на минуточку, около, ну там, я не знаю, 10 км в час. Скорость автомобиля средняя, с которой вот они сейчас, допустим, все едут, порядка, там, я не знаю, 50-60 км в час. То есть разницы как раз хватает для того, чтобы снести этого велосипедиста, который из-за вот такого паркуна выехал во вторую полосу. А как вы думаете, кто будет виноват? Виноват будет не паркун, а велосипедист, который выехал. Вот такие вот старые дома возле метро Арсенальная. Хинкальня открылась. Давно тут не было, а если и был, то как-то проездом, то на моноколесе, то еще как-то. Друзья, вот я и дошел до метро Арсенальная. Метро Арсенальная у нас вот там вот слева. Много тут локаций, много тут всякого рода увеселительных заведений. Сзади меня остался Киево-Печерская лавра, осталась музей Второї мирової, Родина-мать, Україна-мати, якщо по-новому. Я думаю, что эта прогулка вам понравилась. Если это так, то поддержите пальцем вверх, поддержите комментарием и поддержите подпиской. Если есть вам что сказать, обязательно скажите, чтобы у нас был диалог, а не монолог. В одном из следующих видео я сделаю обзор, посмотрю саму непосредственно Арсенальную площадь, потому что тут тоже есть что показать. До новых встреч, новых видосов. Всем пока.